Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, позывной Балу, Терское казачество, Волчья сотня. С 15 мая прошлого года в Горловку зашел. Вот. Там познакомился. Приехал, соответственно, с гуманитарным грузом вначале. Первоначальной целью было оказание помощи, именно гуманитарной. Но в какой-то момент я понял просто из того, что происходит, ситуация на Донбассе, я понял, что этого будет недостаточно. Там познакомился на тот момент с комендантом Горловки, не Горловки, а комендантом Краматорска. Такой человек с позывным Хохол. Вот. Там же я познакомился, конечно же, с Бабаем, соответственно, там же познакомился с командиром Терской Волчьей сотни Евгением Евгеньевичем Пономаревым, позывной Динго, царство ему небесное. Вначале заехал в Горловку. Познакомил меня мой друг с таким большим и уважаемым мной человеком, как Игорь Николаевичем Безлером, позывной Без. Вот. Привозил в Горловку инсулин, привозил в Горловку ряд медицинских препаратов. Соответственно, много грузов через меня, кто передавали, уходило в Славянск, в Краматорск, Дружковка, Горловка, Константиновка, ну и все прилегающие вот эти районы, которые были на тот момент самые горячие в сводках новостей, и требование было именно непосредственно отправителей груза, что именно в эти регионы, в эти населенные пункты, в эти районы нужно было распределять этот гуманитарный груз. Война. Изначально сказать, что это война, было сложно, потому что изначально это конкретно в моих глазах это выглядело реальный геноцид. 2 мая, Майдан, 2 мая, Славянск, Краматорск, это уничтожение мирного населения. Луганск, как заявили дураки, что сработал кондиционер, да вообще бред, что вы несете? Тут уму непостижимо, люди ж не дураки. Я понимаю, информационная блокада в Европе, там, я не знаю, на Украине. У меня, допустим, друзья в Винницкой области присылали такое видео, где там смонтированный Путин орет и будем резать всех украинцев. Вообще бред, ну там невозможно это все в кучу свести все это. Вот. После печальных событий выхода Славянска-Краматорска мы вышли на Изварина. Верстание в Волчью сотню это, будем говорить так, Волчья сотня, чтобы было понятно, что это такое в казачестве. Вот, Волчья сотня это так же самое почетно, как краповый берет. Так же почетно, как, допустим, там спецназовец. Это казачий спецназ. Вот, Волчья сотня. Вот. Динго меня поверстал в Волчью сотню. Процесс верстания это... доступным языком это приглашают, принимают. 2 недели до гибели командира Динго он меня поверстал в Волчью сотню. Мы были в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Донецке, российском. Вот, принесли клятву на верность казачеству, на верность Волчьей сотне. Ну, я в тот момент не был один. В тот день в храме был Динго покойный, царство небесное, Жетон, который изначально с ним заходил. Это первый состав, парни, казаки, которые заходили вместе с Динго, со Стрелковым, они были в Славянске и начинали все это в Краматорске. Есть это знаменитое видео, когда штурм происходит Славянского отделения полиции, это Волчья сотня. Вот, вернусь к событиям. Был Жетон, был такой человек с позывным Череп тоже, и Шум, я. Мы приняли присягу на верность казачеству, на верность долгу народу, вере православной. Вот. И, естественно, были долгие разговоры с Динго покойным о том, кто я, что я, информация по мне, есть небольшое различие в казачестве. Казак казаку брат, но есть, которые верстанные в казачество, это которые приняли присягу на верность казачеству, казачьему войску, на верность делу казачества. А есть, которые родовые. Вот у меня деды и прадеды родовые казаки. Естественно, я родовой казак. Отец, в силу того, что это был Советский Союз, не сильно этим
занимался, и мною не занимался в этом плане как бы становления личности, да, как казака. А Динго, как отец, как брат, как наставник, именно ко всему этому как бы, понял, что как бы выйдет с меня толк. Вот, и он не ошибся. Было многое, было разное. Были бои, была помощь снабжению. И утром мы находились в Краснодарский район, деревня Первозвановка, это ЛНР. Тогда шли бои тяжелые за Луганский аэропорт. Я заночевал в располаге, пришла местная жительница, двое местных жителей. Мы им очень оказывали сильную помощь, так как такая практически как изоляция, населенный пункт был. Вот, мы им оказывали помощь продуктами питания, оказывали помощь медицинскими препаратами. Ну и, естественно, подошла женщина с просьбой оказать помощь, так как скорые не ходят. Ребенок с большой температурой, около под 40. И уже третий день держалась температура. Динго покойный поставил передо мной задачу привезти медицинских препаратов и инсулин. Вот. Ну и я утром с ним попрощался и поехал за препаратами. После обеда мне сообщили, что он погиб. Какие-то парады проводили. Я думал, ну ладно, рано или поздно к власти придет правильный лидер, и это все прикроется, как бы объявит тот же правый сектор, УПА, УНСО и прочих как бы экстремистскими организациями, и они просто будут вне закона, как террористические организации. А получилось все наоборот. Именно те люди, которые против этого, были объявлены террористами. И то, что они назвали как бы антитеррористической операцией, вытекло просто в геноцид и в гигантскую войну как бы на Украине. Вот. Для меня Украины больше нет. Ополченцы — это те же шахтеры, это те же обычные рабочие, обычные люди, обычные мирные граждане, которым у них даже в голове не укладывалось, что он буквально за какие-то считанные месяцы возьмет оружие в руки, он будет воевать. Это не прошлый год, который был вот это сброды шатания, вот эти шахтерские какие-то добровольческие отряды. Это сейчас превратилось в цельную, боеспособную, регулярную армию из тех простых шахтеров. И простые шахтеры профессиональной армии Украины дали жесткий отпор. И она захлебнулась в своей крови. Они не ожидали такого. Я не отрицаю того факта, что приезжают добровольцы. Да, они приезжают. Российская армия, какая российская армия, я ее тут ни разу не видел. То, что вызвало жесткий резонанс и как бы критику со стороны ополчения, со стороны граждан России, со стороны граждан ЛДНР, да, тот момент, что даже позволяли проводить ротацию в аэропорту украинской армии, это не наша дуристика, это просто знак того, чтобы показать людям то, что мы готовы идти на диалог, мы не хотим войны, оставьте просто Донбасс, уйдите и все. Посмотрите, сколько по этим, если по картам поточечно показывать, где наши позиции, куда прилетают снаряды. Это просто, куда вы бьете. Если вы воюете против сепаров, то воюйте нормально, значит против армии, а не убивайте мирное население. Не заявляйте, что мы прячемся за женщин и детей. Где мы прячемся? Мы не прячемся. Даже стукачи, ваши стукачи, которые находятся у нас на нашей стороне, они поточечно, поквадратно, поулично знают, где наши располаги. Почему не летит ничего? А почему вы бьете только в жилые районы? Коротко отвечу. Волчья сотня пленных не берет. Так заповедовал нам, как истину Динго, покойный, царство ему небесное. Он так. Волчья сотня пленных не берет. Поэтому, наверное, за волков, парней, казаков волчьей сотни, поэтому объявлены такие награды. Есть на сайтах тоже, посмотреть можно, сколько там за парней дают, какие суммы. По казачьим канонам, там разные, степень наказания зависит от степени деяния. Допустим, за воровство на волчьем кругу принимается решение. Вот, и за воровство могут отрубить левую руку по плечам. За вранье ложат на лавку. Все там за провинности. Проводится казачий суд, есть казачий судья. Вот, и проводится суд. И человека кладут на лавку и секут нагайкой. Позорным это изгнание из волчьей сотни. Это без права выгнать
казака из волчьей сотни, значит он не имеет права называться волком, не имеет права носить шеврон. А еще хуже всего, самое страшное наказание – это изгнание из казачества полностью. Как бы человек исключает из казачества. Перед этим это изгнание из войска. Соответственно, он ходит как бы, ну, ничейный. Он и казак, но он ничейный. Позорно его брать в свое войско. А еще страшнее это изгнание из казачества. Сложный вопрос, я всегда на него отвечаю так. Все войны начинаются, заканчиваются в кабинетах. По-моему, это большая геополитика. Война, это понятно, это кровопролитие, это бряцание железом, показывание мускул. Но как-то уже пытались во Вторую мировую нам показать, что такое мускулы, да, взять нас насилием. Не получилось взять, проиграли. Но получилось развалить изнутри. Развалили Союз. Очень сожалею о том, что нет Советского Союза. Я именно человек, который родился в Советском Союзе. Вот, у меня есть бакламовский флаг, такой вот подарок именно от кировских казаков. Думаю, это увидит человек, который мне этот флаг подарил, это буревестник. Тебе большое спасибо за подарок. И человек с кировского казачества приезжал, привозили грузы, присматривались. В прошлом году, в июле месяце, они приезжали с Кирова, мы пересеклись, они подарок мне сделали, оставили груз, который был доставлен в Луганск, как бы местным жителям, там, больницам. Вот, и подарили этот флаг, а после они приняли также решение. И зашли и воевали. И воевали они у Бэтмана погибшего, и воевали они у Пластуна. Кем был до войны, о чем только не занимался. Вот. Ну, по инженерке хорошо разбираюсь. Это система отопления, модульные котельные. Даже, я вам скажу больше, учился в Белой Церкви на теплотехника. Я ж не против всей Украины, я именно против фашистов. Если они на Западной Украине осознают, что они вообще делают, простые граждане, к чему они катятся, если они вот этих жидофашистов не снимут, типа Порошенко, Коломойского, там Турчинова, этого Яйценюка ненормального, вот, они просто тупо их грабят. Два выбора там, третьего не дано, либо прогибаться под то, что есть, либо уходить оттуда. Третьего там не дано. Но я очень надеюсь, что все-таки будет мир на этой земле. Я вам скажу честно, до этих событий на Донбассе я понятия не имел, что есть такой Донецк, Луганск, что есть Краматорск, Славянск, Дружковка, там, ну, такие населенные. Я слышать о них не слышал, я знал только Одесса, Ивано-Франковск, там, потому что поближе, как бы я периодически там Киев, да, Белая Церковь, ну, в тех регионах, как бы, вот. Больше как бы тут там Тернополь знал. Если переезжаешь с России на Донбасс, просто неощутимо по отношению людей. Хватает тоже всяких, которые поддерживают укров, которые против России, которые поддерживают наоборот Россию, которые поддерживают нас. Мам, я тебя люблю, со мной все в порядке.